Всем привет, ребятки! С Хэллоуином, Привет, с ребят. праздником вас! С праздником, ну, уже, наверное, прошедшим будет для тех, кто смотрит. Ну да, да, да. Можем сразу сходу. У нас в абстракте новое дно. Что ты думаешь? Какие у тебя впечатления? Какие прогнозы, скажем так, по Да не этому? знаю, я вот на Апстере вчера заработал, до сих пор не фиксировал, думаю, нормальная точка входа. Поэтому, ну, тут для кого как возможность, для кого рект. Вот, ну, в целом выглядит это все не очень хорошо. Все портфели у многих там, кто на Хотели. абстракте давно держит, просели очень сильно. И если у вас нету на додеп, ну, тогда это очень Печально. грустно, да. Потому что мне лично пришлось земли Камбрии слить. Я Сейчас видел. потихоньку я начну Хорошо, вот ты демонстрацию купил, экрана. да, ты купил Апстер. Ты планируешь его под флип быстренький продать, если там Не, ни в коем случае. или Я холд? буду по чуть-чуть фиксироваться, буду, если что, надо добирать, но мне кажется, что вот мы дно прям около дна прошли. Вот было у нас 5,3 миллиона капа. Мгм. Если посмотреть ну, это целый месяц, да, вот ЭТХ у нас было сколько? 46 миллионов, да, и мы Что-то сейчас уже холодно. прям мы сейчас на дне. Я не 5 знаю, что это пробовал. за свечка, но, возможно, в каком-то из пулов, где очень мало ликвидности, кто-то бахнул чисто через пул свап, Мгм. Может быть. и, ну, в итоге из-за прайс импакта улетела так цена. Ну, я бы, кстати, посмотрел, но лично сейчас не хотелось бы времени тратить на это. Так, сейчас Мгм. я еще комментарии на Твиттере включу, если так, Давай. если кто не знал, у меня вроде как еще и в Твиттере рестрим идет. Благодаря платформе StreamYard можно делать такое одновременно. Да, и кто-то смотрит нас. Комментариев вроде пока нет, но Смотрят? 8 прикольная человек. возможность. 8 человек, да. Ничего Возможно, себе. это англичане поставили нас и слушают и Sorry, изучают sorry. русский язык. Sorry, guys. You can English ask mom. version will be soon on YouTube with subtitles. Ну, вот если я, знаешь, что думаю? На самом деле, мне что-то кажется, что абстракт действительно достиг дна в том плане, что уже некому действительно, кто из, знаешь, расстроился абстрактом, продавать. Там осталось, да, действительно пару людей, там, кто там, вот этот X88 какой-то, у него 20 тысяч там, и еще кто-то там. А Ну, так, про в Дэна мы основном, знаем его приватку, да, 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 в наслышаны. основном уже все продали. Единственное, что дальше может быть, типа, знаешь, если сам рынок пойдет а вниз, ну, там, допустим, эфир на трешку, на 3500, на, не дай бог, на Мгм. 2, то, конечно, Апстер, ну, ему будет очень сильно фигово. А так, как бы, если мы будем в флете, я думаю, мы не должны будем сильно ниже уже ходить. Ну, такое ощущение у меня. Да, я с тобой согласен. Давай еще, блин, вот так попробуем. Почему не получается? Окей, Ладно, а ты я видел думаю, что можно. последняя новость такая, ну, интервью Луки выходило новое, и про Quantum Project. Что ты думаешь, ну, Да, что это да. вообще такое? Что это может быть за обновление у нас такое? Если честно, я вообще без понятия. Ну, что-то готовят. Возможно, что-то серьезное, а возможно, это что-то на уровне абстракт август. То есть просто слоган, который по факту потом с реальностью не совпадет. Но в целом, я думаю, что они понимают, что они в каких-то моментах разочаровали людей, тех, кто был на чейне. Сейчас многие распродались. И наши знакомые в том числе. Вот был у нас Китяра один, просто Артем. Он полностью все Кто вывел из продал? Да. абстракта. Ну, сейчас можем быстренько проверить. Его давно уже на стримах не было. Ну, как и давно? Недельку, наверное, уже Артема не было, мне кажется. Вот, походу, распродался, да. Ну, вот остался у него только Паджи Да, Инвест. обидно. Потеряли Поэтому, да, бойца. Таверну потеряли. выводил. Он и Расстроился. Депенгу что-то флипал. Мгм. И расстроился он. Да. Поэтому, ну, короче, как-то вот так. Мгм. Но мне кажется, может быть, Грустненько. во-первых, наверное, Quantum Project, наверное, альфа, то, что надо откупать Quantum Core от 77 бит, это первое, что на ум приходит. А так, если серьезно, А их наверное, нельзя откупать. да, там Они же, да, soulbound. Soulbound, это так, я в юмор. А так, мне кажется, что это обновление, наверное, портала, вот то, что ну, то, что Лука нам говорил. Чего-то мне так кажется. Наверное, это оно и есть. Он сказал, несколько месяцев над этим работаем. Но что еще это может быть? Как будто это. Ну да, возможно. Еще, знаешь, что мне понравилось? Ну, конкретно, возможно, понравилось, возможно, нет. Тут с какой стороны посмотреть. Мгм. Изначально абстракт был такой платформой, которая поощряла холдеров. Сейчас, недавно в посте Сайгар сказал, что мы еще будем смотреть на то, как вы трейдите. То есть мы будем Мгм. поощрять трейдинг. И как раз-таки на момент трейдинга вот у нас вышла информация, уже в Трейдинг. прошлый раз мы
про это говорили, что скоро на Loot, на платформе, у нас появится абстракт. Если зайти вот здесь вот в кошельки, где тут кошельки, наверное, вот сюда лучше зайти. Здесь вот есть абстракт BNB coming soon. Вот, в принципе, абстракт это репостил и поддерживает. Я поюзал эту платформу. В целом мне очень даже понравилось. То есть, если придут объемы на абстракт и будет реально что торговать. трейдить, Да. что-то похожее на Solana, да, то это очень классный функционал, классная платформа. Ну, слушай, Не ну без было что нюансов, есть трейдить. что улучшать, но вот если сравнивать с тем же Аксиомом, который многие пользуются на Solana, на самом деле, ну, очень крутое решение. Очень классно, что можно зайти в любую монету. Ну, вот на примере Solana я могу зайти и отправить колл своему другу, могу отправить Ван Майбахову ему Мгм. подтверждение, что я ему отправил. Удобно, на самом деле, Также у прикольно. нас есть wallet tracker, то есть мы можем конкретно поставить какой-нибудь кошелек и видеть, ну вот ставишь кошелек на Мгм. уведомления, и ты видишь его все покупки, продажи. Вот, например, человек купил на 7 Solana, и вот он разгружался по 7, по 6, по 6, по 5, по 5. Вот, ну, как-то так. И еще очень прикольный функционал Twitter Feed. Здесь вы добавляете юзернейм Твиттера, и, например, какой-то проект выходит, скоро токен выпускается, он дропает пост с CH-кой, вам сразу же сюда Сразу же CH-ка сюда. в фиде, и вы по ней можете сразу же купить. То есть и с Wallet то же самое. Вот вы, тут есть значочек 0.1, то есть сразу же видите, что человек купил, опа, у вас по фиксе, который вы выставили, сразу же покупка будет произведена. Вот, Ой, очень поэтому удобно, на самом лимит деле. есть, комиссии, конечно, конские, там в районе там 2-3%, если не ошибаюсь. Но там нужно качать свой профиль, если не ошибаюсь, тир, и чем выше у вас тир, тем будет меньше у вас комиссии. Вот я Silver вчера себе набил, чуть-чуть потрейдив. Я думаю, что не так сложно это будет сделать. Также рефералов немножечко мне капнуло тут. Вот, давай Ну, я попробую сделать, наверное, вот так. У ну, нас ты говоришь, типа, если будет что Хотя, трейдить. Но в августе-то у нас, ой, в июне было же что трейдить. Я думаю, это опять вернется. не, ну Вопрос это времени. не то. Ну вот смотри, мы можем посмотреть, какие объемы Нет, таких, за таких не факт, что у нас будет объемы. Да даже на те Solana. объемы, То есть ты которые заходишь, были. тут все летит. Не, ну такого у Тут нас не будет. бах-бах-бах. Это секундные свечи, видишь? Нет, Ну, то есть такого не будет. люди Дим. трейдят. У нас такое Вот, я не верю. поэтому посмотрим. Ну, Посмотрим. хотя бы нам бы вернуться к июню, июлю. Даже то можно было трейдить. Там лимитки расставлять, как-то дипки хавать тем самым. Было что Да, да. снайпить, условно. Сейчас, Ну, опять же, таким такое. платформам, я думаю, что им нужен вот этот вот быстрые флипы, быстрый трейдинг, вот то, что на Solana происходит. Чем больше ты совершаешь действий, тем больше комиссии платишь платформе. Вот, короче, я думаю, что они надеются, что на абстракте благодаря такой платформе, благодаря развитию DeFi, увеличению там того же TVL будет больше объемов. И все будут в плюсе. Те, кто холдят, те, кто покупают, те, кто в пулах ликвидности предоставляют ликвидность. Вот, поэтому, ну, я думаю, что план развития у них вот такой. Если сам Сайгар сказал, что упор есть на трейдинг, возможно, в коллаборации с Loot в том числе они будут это все пушить, чтобы люди шли, трейдили, создавали свои мемкоины. Возможно, они как-то будут поддерживать их опять. Ну, не факт, конечно же, Окей, потому что Solana. уже обожглись. Если Solana, то знаешь что? Solana же было, на этой неделе приняли ETF на Solana, на Litecoin. Видел, что думаешь? Да, Рассказывай. да. Ну, вообще, на самом деле, буллиш, особенно когда на Litecoin, если посмотреть их превьюшку видео, там и в Пенгу фигурирует, и в целом, как бы, у нас от Solana вышло видео очень классное. Давай сейчас быстренько откроем. Если У меня кто-то не есть видел, несколько вопросов к этим видео. Почему там пингвин в костюме, ну, в пиджаке, а инвесту, ну, как бы инвесту, во-первых, никто не заплатил за использование их IP, это первое. А второе, почему инвест после этого не полетел? Как бы у нас инвест представляет ETF Solana. я не знаю, если честно, ну, тут с какой стороны, конечно, посмотреть, Но но там пингвин в костюме. мне кажется, что, учитывая то, что это Лука репостнул, как бы все было согласовано насчет этого Вы поста. согласовали все? Я уверен. Ну, мне кажется, я теперь фиг найду, да? Нет, я там имел в виду, Ник, ты не понял, я имел в виду инвест. Не пингвин, ну, не пенгу токен, а А, там был инвест, ну, типа пингвин в я понял, костюмчике. пингвин в костюме, ну да, Да, да. это ж инвест. С нами не согласовывали. Вот именно, я думаю, согласовывал ты, не согласовывал, как бы Solana это. Блин, а проверил Луканетса, мне кажется, легче будет найти, или через эти, наверное, Да. заспамили тут уже все.
У Solana очень много постов, да. Ниже Опа. Зериона. Ниже Зериона. Но он ETF. тоже много репостит, да? Ну да. Это ж там у нас еще и Ванек, этот SEO, Ванек, вот да. тоже в костюме пингвина. Конечно, на самом деле, Это столько классно. будешь новостей по поводу Пенгу, и паджи у нас падает, Пенгу падает. Как это вообще возможно? Я не понимаю, честно. Ну, мы должны идти против рынка. Офигенный пингвин, конечно. Ну, на самом деле, ребята, прям пиздец. Ну, Лука обещал лицо финансов. По факту это сейчас мы лицо и есть финансов пингвин. Ну, согласись, ETF презентуется с ним. Вот. Вот Solana, вот она, да. Офигенный клип, мне очень понравился. Мгм. И вот сейчас будет тут инвест наш. Так что Альфа, Solana говорит, откупайте инвест. Вот он. Mad Да, Lads тоже, кстати, показали. Кого-кого? Mad Lads — это самая главная коллекция. Солановская, которая. Да, есть такая. И с лайткоином тоже, да, у нас видос был, когда ETF презентовали. На самом деле, для меня это странно. Вот как ты это прокомментируешь? Почему Сейчас вот... я потише сделаю, наверное. А не слышно нам есть еще звук. Не У нас слышно? вообще не было звука. Не было. Нифига себе, очень странно. Я думаю, что с экрана должно дублироваться. Просто вот ребята пишут, типа, что типа из-за этого мы не должны были лететь. Но по моему мнению, это и есть лицо финансов. Когда у вас пингвин представляет и лайткоин, и ETF, это значимое событие, прям пиздец. К чему вообще лайткоин и пингвин? Ни к чему. А тут вам ставят пингвина. Solana еще Да. хоть как-то можно сопоставить с пингвином, но тоже Solana в клипе, Пенгу в клипе Solana на ETF. Когда у нас Ванек, глава SEO фонда, одевает костюм пингвина, по всем фактам, следующий, во-первых, ETF, ну не следующий, а какой-то ETF на пингвинов тоже возможно, как бы такой намек, это первое. А второе, как бы мы должны идти, условно, хоть как-то держаться. У нас какое-то уведомление. Короче, для меня Это ничего странно. себе. Опять же, я думаю, что рынок просто сейчас мертвый. Если бы это был бы другой рынок, мы бы, наверное, полетели бы на какие-то там, может, даже X2 после такого. Ну, знаешь, на самом деле у нас падение началось, по-моему, 2 дня назад, и как раз на этих новостях Пенгу дал рост на на рынке, который падал, там плюс 9%. Да, было. Поэтому, в сейчас... принципе, а потом поняли люди, что им страшно, что рынок Да, против может рынка не пойдешь. нестабильный. Да, и начали сливать. Ты Вот, видел поэтому мы видели такие... больших пингвинов, какой сегодня Да, у нас? конечно. Это вообще капец. Так люди с Монада уже, если не ошибаюсь, Монад дроп за большого пингвина там больше 5000 баксов точно, что-то такое. А у нас пингвин стоит 20 тысяч баксов, ну просто прикинь. 23 сейчас, и битка у нас сейчас 5,9. Там Можем еще и увидеть и ниже, офферов мало. конечно. Там офферов И, мало. блин, на самом деле такие красивые пингвины по сравнению с лилами. Вот я лилы по флору смотрю, они какие-то, такие, не очень. Я знаю одного Вот. самого красивого лила. Он с сосалкой новогодней у него. Да? Да, такой вот. Не, я думал, мой. Ну, либо так. Так, окей. Ну, короче, ETF, я что-то думаю про Solana, про лайткоин, мы видим, что нифига оно не растет. Мне кажется, это будущее. Это все наперед. Условно, смотрите, что я, короче, себя на мысли такой вот ставил, можешь меня подкорректировать, если я не прав. То есть, когда был ETF на эфир, мы тоже не росли. Мы был флэт, потом вообще упали, и только потом рост. Сейчас же... Набирают. Ну, то есть, мне кажется, тут вопрос в долгосрок, то есть Да, перспектив. вот. Людям легче набирать, но это не значит, что они сразу же понесут туда огромные деньги. Они начнут по чуть-чуть туда вливать, как бы, это другой вид взаимодействия с криптовалютой, и это не говорит о том, что люди сразу бегут, особенно если они увидят там пингвина, не факт, что они сразу побегут покупать этого пингвина. Но они подумают, что за фигня. Когда они увидят, что кто-то уже на этом зарабатывает, что пенгу растет, я думаю, они задумаются. Конечно, Вот. и теперь Привет, мы... парни, привет, Криптобро, привет, Хай Чауминг. Всем привет, Йоу. всем hello. Всем hello, да. И теперь мы видим, когда все падает, все эти альткоины и так далее, как эфир условно стоит, биткоин стоит, и потому что там уже другие деньги, там деньги фондов. И мне кажется, вот как раз-таки с Solana, с лайткоином, в будущем еще, может быть, Пенгу и другие токены будут примерно так же, что типа вот те токены, на которых ETF, они будут менее волатильные, то есть вот, но только нужно, чтобы прошло время. У меня такое вот мнение. Да, согласен.
можем перейти, знаешь, если Хэллоуин, так к хэллоуинским трейтам от плейбоев. Это твоя тема, вот расскажешь, Это моя покажешь, какие тема, да, в выпали. принципе, погнали. Я сейчас открою сразу сайт, чтобы вам было понятно. Так, Web3 Playboys. Я пытался сегодня запустить своего нового Мака, но не получилось. Короче, я забил. Возможно, у меня вылетит, конечно. NFT Гой в Твиттере пишет. Hello, NFT Гой. Вот. What is Alpha? This is Alpha, bro. Трико Трейдс у нас события в плейбоях, и мы можем посмотреть каждый день, что мне выпадало. В общем, у них появилось много трейтов. Каждый день они выпускают какие-то коллабные. Вот мы видим, что есть Соборин, у них коллабный трейд. Да, И целый набор был с глазками и ушками, да, и хэллоуинский бэкграунд. Это всем, кто крутит, вне зависимости от того, сколько вы рафл-тикетов получили, а вы на каждого плейбоя крутите рулетку. Вот, вы получаете автоматически, гарантированно себе, получается, трейд коллабный. И вот есть кэт-костюм, например, мне их 2 выпало. Это редкие, которых всего там 50 штук. И самое важное, что эти трейды, они сгорают, если люди их поменяют к себе на плейбоя. Вот. Во второй день мне повезло чуть меньше. Я получил от цеха базовый сет и только пейпербэк, то есть один предмет редкий. Учитывая то, что у меня было 53 рафл тикета, а в первый день 30, ну, как бы это unlucky день был. Ну да. Вот. Ну и вчера как раз-таки вот на аватарку поставил костюм Джейсон Маска, Бэт Маска, это вот из редких. И вот этот набор в коллабе с Гигой. Вот. И сегодня у нас колесо, пока еще неизвестно, что нам выпадет, и, в принципе, можем открыть саму коллекцию и посмотреть, что у нас есть. Вот эти Web3 Playboy стрейты. Торгуются они, в принципе, неплохо. То есть люди покупают редкие приблизительно там в районе 40 плюс долларов. То есть если вы холдите одного плейбоя, там, который сейчас стоит по флору там 100-120 долларов, вы получаете в один из дней редкий трейд, можете там его слить за 40 долларов, может даже больше. А учитывая то, что тут такая модель, что они сжигаются, например, вот если кэт-костюм посмотреть, их всего 45 осталось, то есть их уже 5 сожгли, ну даже нет, больше, 6 изначально было, потому что там по одной штуке вроде команде рассылают, то есть их осталось всего 45, а у меня уже как бы есть одна. Вот, клоунов осталось всего 50, у меня тоже как бы есть одна. Вот, ну, в принципе, классно выглядит все это, свежо, и самое главное, это бесплатно. То есть это крутой ивент, который позволяет вам заработать трейты, если вы захотите поменять своего плейбоя, и он вам где-то не нравится, чтобы сделать его уникальным. И получается, вы тем самым под себя просто делаете свою PFP-шку, выбираете любого плейбоя, делаете с ним все, что хотите. Хотите, выкупаете трейды со вторички, хотите, юзайте свои, продавайте свои, зарабатывайте на этом деньги. Ну, то есть мы видим такой принцип, что-то наподобие майнинга трейтов за холд NFT-шки. Ну, то есть вот. И, в принципе, ну, вроде как пока работает, но в целом мы понимаем, что на абстракте не те объемы, у плейбоев не те охваты еще. Но они сейчас активно ведут соцсети. У них на Ютубе и на этом ТикТоке там по 20 тысяч просмотров видеоролики набирают, которые их артист вот делает. Фрэнс Кафка написал в Твиттере «Buy Upster». Agree with you. А ты скажи, ты холдишь эти трейды или как? Я холжу, да. Ну вот все, что у меня есть, оно лежит. Я, наверное, только одну залистил. Это две киллер-клоун маски. У меня 2 штуки. Я, короче, одну залистил. Самая дешевая цена сейчас на нее стоит. Я за 76 долларов. Вот, ну, дешевле... У меня был оффер на нее 40 баксов, но я не принимал, потому что, в принципе, я думаю, что со временем они могут и дороже стоить. Могут и дешевле, тут как бы не угадаешь, но в целом такой набор прикольный собрать. Видишь, сколько у меня уже трейтов. Да. Там каких-то по штуке, каких по несколько. Кстати, пришла информация, что какой-то интересный пост у Сейгара. Можем чекнуть как раз в тему. Криптобро, круто тебе топовые выпали, спасибо большое. Ну да, я тоже доволен, в целом только один день мне не повезло, а так, ну я доволен. Сегодня посмотрим, что будет, это обычно после 10 у нас происходит, то есть по Москве, значит, через час уже будет новое колесо, последний день. Вот, как-то так. Сейгара, да? Сейгара, да. Что там интересного у нас произошло? Давай.
Что-то хэллоуинское? Нет, по идее. Что-то связано со стримами. Мгм. Probably going to open up streaming on Abstract a bit more soon, so more people can stream. What else would you guys like to see us change? Что это? И Типа все Amiga. все смогут стримить или просто больше стримеров станет? Более Более открыто. открытый, чтобы... Вот и как это Да, что... понимать, что все смогут стримить? Ну, что не нужно будет заявку оставлять, скорее всего. Ну, в принципе, Но тоже при имеет этом место быть. главное, чтобы с верифаями. Ну, то есть, скорее всего, верифаи будут не так просто получить, Не так просто, да. Просто и будет дофига людей поэтому стримить люди сверху. будут не в топе, да. Да, Сверху будут верифаи. Verify, и Verify будет давать, ну, типа, если кто-то там прям долго будет стримить и показывать себя, потому что, опять же, никто не, ну, особо не будет проверять ее первично заявку, получается. Да. Ну, окей, ждем это обновление. Окей, у нас еще было обновление на этой неделе, это связано с Гигой, немного многих разочаровало, я всех понимаю, я тоже разочаровался. У тебя есть какой-то позитив на эту тему? Ну, есть негатив. Дорого стоят яйца, к Да. сожалению. Ну, Вот, не, яйца ну, дешево, вырастить яйца дорого. дешево, да, ресурсы. То есть я считал там порядка $200 на одно яйцо, если не больше. А эти ресурсы, они растут в цене. Ну, сейчас, возможно, немножечко на спад пойдут из-за того, что не все согласны растить свои яйца, и люди, особенно киты, у которых там по несколько, ну, им вообще нормально нужно денег заплатить, чтобы их как Да. можно быстрее вылупить, то есть чтобы это за месяц случилось. Но, с другой стороны, если они через месяц ровно выпускают Open World, то те, кто вкладывали эти $200, скорее всего, будут в окупе, потому что в открытом мире у них уже будет питомец на месяц или два раньше, чем у остальных, тех, кто не вкладывал Будет деньги. ли? Мне кажется, через месяц вряд ли. Ну, тогда нет смысла их за месяц вылуплять, понимаешь? Но это кто хочет первым, ну, знаешь, как бы, может быть, там будет какая-то плюшка, если у тебя номер какой-то, первые номера, может, Ну, они я не какие-то... знаю, но в любом случае для меня просто это выглядит немножечко жадным, но Да, мы просто очень дорого минтили эти яйца, как бы, ну, это во-первых. Во-вторых, оказалось, что еще больше стоит их вылупить, об этом тоже никто не знал. И люди шли поголовно там за сколько, за $40 мы эти яйца минтили, сейчас они $10 стоят. И вам еще нужно, ну, нормально денег вложить, чтобы их вылупить. Но это как-то так не совсем по-человечески. Но, с другой стороны, киты могут слить ресурсы. Ну, могут люди обычные пойти кто-то зарабатывать эти хорошо ресурсы, чтобы заработал сливать. на этом, у Да, кого... ну, в любом случае, 6 иксов дало, да, я писал, читал в чате. Люди, именно которые гигой занимаются, с фермами, там, с остальным, они писали, вы говорите, на абстракте нету успешных трейдов, а чем Вот, вам гига неуспешный кейс? Типа 6 иксов на ресурсах, вообще кайф. Вот, да, поэтому, ну, кому как, кому-то повезло, кто-то, может, какой-то информацией владел. Ну, я сомневаюсь, конечно, ну, вряд ли, ее распространяют. ну, кто его Вот, знает. чтобы все было честно. Ну, в любом случае, да, есть те, кто заработал, и как-то, ну, они над этой экономикой ресурсов занимаются. То есть мы видим, что у нас там были рыбалки, у нас были эти фингу, у нас были еще пенгу, Шимпанзе. ну, Гига-пенгу гигапенгу, и и сейчас шимпанзе. чимперсы, то есть и постоянно они сжигаются, постоянно они на что-то крафтятся. Ну, они молодцы в этом плане, что они делают такую дефляционную модель, и их становится все меньше и меньше. Да, согласен. Уже сильно дешевле. Морталис написала, что меньше, чем $200. Ну вот это отлично, что спрос подупал. Я думаю, что если одно яйцо там выйдет в $50-100, то это будет вообще приемлемо. Тем более оно же там не обнуляется, там просто нужно каждый день заходить и какую-то копейку подкидывать, ну, в топку, чтобы Ну да. Ну, я пока не начинал, если вышло. честно, свои яйца никуда Ну, я кидать. одно начал, там его немножко прокачал, но я каждый день не заходил туда, пока в первый Мгм. день я сразу же одно вылупил. Мгм. Вот. Ну, как-то так. Не знаю, посмотрим, Спрашивают, какая что как альфа? будет. Есть альфа, Ник? Есть что-то интересное у нас, какие-то проекты? Да, я думаю, хватает. Что у Что нас может... еще на подходе? О чем мы хотели сегодня поговорить? Сегодня-то вроде, я не В знаю, целом, единственное, что у нас Dark Mode можем добавили. на Darkskreener зайти, на самом деле, посмотреть в целом, что у нас сейчас на Апстер это абстракте альфа. происходит. Апстер. Абстракт альфа вообще жесткая, на самом деле.
Да, у нас Апстер есть, который за 24 часа 10% дал. В Но он принципе. упал до этого просто очень сильно. Ну, на самом деле, там, по-моему, около 20 даже процентов я смотрел, если график открывать от дипки. И вот где я брал, 5,3 то ляма это... был. Да, 5,3 или да. сколько там. Сейчас мы возьмем, опа, отсюда, протянем сюда. 21, в пике 25. Ну, короче, нормально он так поднялся. Ну, то есть, что-то, да, откупили. Вот, поэтому, ну, я заходил по 5,3, 5,4. Мне нормально. Ну, вполне себе. Если упадет ниже, буду докупать. Вот как-то так. Мгм. У меня сейчас 500к абстра есть. Если, я думаю, что в идеале вообще до вот этого вот рана абстракта, рана абстра, ну, какой-нибудь миллиончик, чтобы был, и вообще приятно. Прикинь, вот на 100 лямов улетит с Да 5-20 это вообще. иксов. Это можно сдуреть. Хорошо, а ты видел пост у нас был на этой неделе с команды Абстракта, как его же зовут? Дев такой, который про Абориан делал, Джеров или как его? Сейчас, не помнишь? Как его зовут? Сейчас мы... Александр, Не-не-не, если ну, Аборин делал. видос, нет, с команды Абстракта, но делал видос про Абориан, Дев. Джаред Джеред Ватс, да. Ватс. Можешь его открыть? Сейчас покажу один пост, можем это обсудить тоже быстренько. Вот Да, я обновление видел. как раз таки абстракта, где он пишет DeFi, Dark Mode и DN coming soon. Что такое DN? Вот это вот интересно, что у нас будет. Вот следующий пост, да. Что Вот мы ждем? DN coming soon. Что это такое? Dark Knight, Death Knight. Ну, я не знаю. Возможно, это как раз на Хэллоуин что-то готовится у них. Так Хэллоуин бы уже выпустилось, мне кажется, не? Не, еще ж нету Хэллоуина. Ну, то есть, особенно по Ночью. Америке, если судить. Ночью Ну, дропнут, ночью. может быть, что-то прикольное. А прикинь, аирдроп нам сделают в Dark Pengu. Из Даркпенгу? А где его? Ну, его не откупали, видимо, так точно, чтобы его аирдропнуть. Да. Ну, и, кстати, есть еще классная новость. Мы забыли про Амиго нее. выходит скоро. Amiga выходит, там еще на iOS и Android вроде как верифицировали. То есть, все, можно будет приложение скачать, Ну, давай что, про в Амиго, принципе, если ты повышает. хотел. Или мы про Я Амиго сейчас, или хотел... про другое? Не, я хотел про другое. Давай про другое, потом про Амиго. Я добавлю тоже. Я хотел вот про вот это. Missing Альфа. somebody. А что, это что, на поле будет strategy? Или что, это такая розовая? Ну, вот я не знаю, вот у всех розовое, у меня в экране это почему-то белое. Но у меня, Я сейчас вижу розовый. у меня отображение, я думал, я дальтоник, я вчера увидел этот пост и сам был в шоке. Окей, Представляешь, что у команда нас мне даже ничего белое? не сказала. А А я что у не нас знаю. белое? Не, розовое, все правильно. А, это розовый все-таки цвет? Да, я вот смотрел, даже Поли прокомментировала, Биткоин Бади Ага. прокомментировал. Я еще знаешь, такого паренька Тео есть. Да, знаю, конечно. Это что, реально будет у нас strategy на поле? Я не знаю, ну, то есть мне ничего не говорили. Вот даже Тео глазики поставил, понимаешь? Ну, Но я ждем думаю, что на следующей неделе узнаем подробнее. подробности, да? Интересно. Окей, но это мы будем наблюдать, такую альфу. Спасибо за альфу. Давай поговорим про Амиго. Они наконец-то скоро все-таки выйдут. У них они выпустили пост, написали, что была проблема на стороне Apple, что не получалось приложение у них, получается, запаблишить, и оно не могло выйти. Что я думаю? Я думаю, что когда Амиго выйдет, можно будет... там же суть в том, что ты покупаешь ключи, условно, какого-то инфлюенсера, например, Луканетса, и чем больше людей покупает эти ключи, тем они дороже. Ну, условно, как с токеном связано. То есть, если его заснайпить, купить какие-то интересные ключи каких-то топ-инфлюенсеров, например, Крис, я не знаю, Элли, ну, что-то из интересных, Луканетса того же, то, я думаю, можно словить неплохой X. Все-таки, если, опять же, у нас охват, чуть-чуть абстракт вернется, чуть-чуть больше у нас будет объемов, а, в принципе, на Steam нам больше много и не надо, ну, хотя бы чуть-чуть, то можно будет что-то прикурить, я думаю. Что ты думаешь? Знаешь, про что я вспомнил, кстати? Что? Чего абстракт не сделал еще, Что? а обещал. Что? Блин, ну, с другой стороны, ДН. Ну, короче, не расшифровывается это. Я про ДН подумал, я думал, ДМ у него написано. Короче, я помню, что они обещали мобильное приложение. Ну, а как ДН тогда к этому? Ну, вот я не знаю. Но Да, я вспомнил про то, что они до сих пор это не я думаю, запушили. после портала, наверное, будет обновление все-таки.
новое приложение. Хотя могут как угодно это сделать. Ты видишь, они вот как начали, они делают реально обновление, вот как ты когда-то правильно сказал, что маленькими кусочками, прям вообще. Ну, типа, чтобы больше было как бы обсуждения. Выкатили только один Dark Mode, обсуждают Dark Mode. Выкатили только эти свечи, обсуждают Блин, свечи. сейчас бы Dark Mode обсуждать, ну, то есть это то, что год люди ждали. Ну, Это а по факту обсуждали, делается на любом сайте, да, за 2 ну, секунды. разработчиками, не за 2, ладно, ты уже У нас преувеличиваешь, но DZR за сделал день. очень быстро и этот Dark Mode, и мы еще летом мы Ну, его ставили. понятно, ну, как бы у них же это немножечко в другом ключе этот Dark Mode делается, то есть они там условно каждую страничку перерабатывают под это. Мгм. Плюс еще я видел, что какой-то человек писал, что я заметил, что абстракт-портал стал работать быстрее и стабильнее, и они сказали, что да, мы вместе с Dark Mode как бы завезли еще вот это обновление, то есть импрувнули юзабилити и в целом то, как это все работает. И, кстати, я на этой же неделе получил платину, я не похвастался О, даже. поздравляем, наконец-то ты в наших В темной рядах. теме в темной теме особо не увидишь, Ну, что это платина. ну, давай Но обычный мод. Вот она, это просто так. родненькая. Не, черная тоже прикольная подсветочка, знаешь, такая Да, платина. Короче, осталось 3 миллиона фарма дальше идем. на next tier. Ничего себе, у тебя 82 тысячи экспы Это дало, вообще да? жестко, да. Я знаю альфу, я знаю, как экспу зарабатывать. О, поделишься с нами? Нет, конечно. Да я думаю, это за NFT А то мне нормально. не хватит. Я думаю, что за NFT подняли, потому что у меня, вот Мгм. смотрите, у меня было 50, 50, 50, потом Мгм. бац, они сказали, что мы типа за NFT порезали, дали 30. Да, да. И, ну, как бы это по факту на 20 даже больше, типа чуть больше 20 тысяч Мгм. меньше. И они по Да, факту эти 20 тысяч вернули мне, ну, как бы к 55 докинули. Ну, вот оно и да, получилось 80. Ну, я думаю так, потому что по факту в моем портфеле ничего не поменялось. Я ничего. ничего такого не делал, ну, то есть, что обычно ну, то есть все, что обычно. То есть я обычно каждый день там в Гигу захожу, там в Муди ставлю на и вот эти вот, ну, с соком какие-то там гонки эти. Мгм. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что да, вернули немножечко за NFT, и самое страшное для меня, и вот я думаю, что многие уже поднимали этот вопрос, многие негодуют, у нас появились люди, которые зарабатывают в месяц 450 тысяч XP. Да, Ну, да. как будто это уже, ну, too much. Ну, то есть 82 это как бы прилично, я хорошо заработал на этой неделе, вопросов нет. Но, блин, 450, ну, это прям слишком. Как будто, ну, больше 200, как раньше, там, в начале, там, 150, но нельзя давать, потому что экспа просто обесценивается с каждой неделей. Ну, там и денег надо, чтобы столько зарабатывать Это XP дофигища, понятно, это короче. 100%, но просто сделать Тоже кап, ну, типа, 450, бля, за 2 недели человек делает платину с нуля. Ну, это считай. пиздец. Да, да. А мы сидели тут сколько? С февраля, и платину Я со только вот старта абстракта, недавно. да, конечно, у меня меньше ликвидности, у меня меньше денег, но просто где справедливость? Ну, то есть понятно, что большие киты могут зайти, но нормально ли поощрять человека, который занесет сюда там условно $1 000 000, ну, закинет в ликвидность? Ну, по факту для чейна типа 1 миллион ТВЛ больше-меньше, ну, как бы сильно не влияет, да? Но Не, при ну этом влияет, дать ему, влияет ну, все-таки. Все-таки влияет. 40 и 41, ну, как бы это не сильно огромная разница. Я просто к этому веду. И по факту, ну, закинет он сюда $1 000 000 в пенгу вместо Solana кошелька, закинет его в пул ликвидности, ну, ничего не поменяется глобально. Ну, слушай, знаешь, как-то ж надо китов заманивать. Я думаю, это вот идет как-то Ну, заманка китов вот какими-то это такими это образами. несправедливая заманка, понимаешь? Вот мы начинали абстракт, я помню, замечательно, у нас была капа 10 тысяч XP в неделю. Самые Было, первые недели мы уже не можем туда отлистать, к сожалению, у нас да, UI было, не позволяет, но было у нас 10 тысяч в неделю максимум. да, И тогда я максимум. помню, я упирался, Ламбада упирался, вот когда мы Да, стримили каждый день. А сейчас мы видим 450 тысяч. Ну, это прям crazy. Я помню, развитие мы видели, сумасшедшее. когда у нас ОЦХ вышли, у нас киты ОЦХ, у которых были там пингвины большие, все типа мультипликаторы, они там делали по 150 тысяч XP. Но для меня 150 тысяч для китов – это вполне себе хороший показатель. То есть реально человек там за 2 месяца делает себе платину, потом бац-бац-бац идет там до даймонда. Ну, а то, что они сейчас делают, ну, как бы это уже Ну, размывать экспу называется. 250 давай, да, такой потолок хотя бы Ну, быть, где. 250, да. Но это уже 400 действительно прям too much. Наверное, Я чуть думаю, меньше. даже просто всем урезать. Ну, то есть даже если я буду получать, например, не 82, а 40, а человек за Ну, типа, 450 да, будет да, получать да, да. 200, но это уже будет справедливее. И, ну, с другой Уже стороны, людям, тяжело, которые вообще видишь, ничего не держат, им вообще уже тяжко тяжело будет. вот так вот урезать, знаешь.
из-за того, что, ну, скажут, а что это такое, мы тогда так столько получили. Ну, короче, фат может Не, подняться. это будет нормально, знаешь, в чем? Они скажут, мы хотим наградить наших early юзеров, они лутали, типа, в 2 раза больше экспы, сейчас у нас больше людей Хорошо, а приходит. люди подумают, а там early все закушали, зачем нам приходить? Они же должны early, ну, новых мотивировать. Скажи, вот у нас есть тот же, я не знаю, ну вот у нас есть перпдексы, да, и самый такой крупный лаунч, который ожидается, это Lighter. А то, что Lighter 1 point люди на изи лутали в самом начале, и сейчас 1 point залутать, это нужно капец сколько денег сжечь комиссии. Ну, то есть это справедливо, люди все равно его делают. Все равно, ну, в принципе, можно, если как-то и будет чем мотивировать, знаешь, будут какие-то позитивные новости, а-ля, как еще заманить, ну, в абстракт, каким-то инвестом, или вот то, что мы говорили, что будет инвест объявить, тогда да, в принципе. Да, конечно, должен быть для этого позитивный фон, чтобы Позитив, люди да. шли не за счет экспы, там, ну и опять же, не обязательно говорить, что они там урезали, просто сказать, что типа мы сделали капу по XP, и она распределяет на всех юзеров. И у нас было такое, что, помнишь, мы там недели получали хорошо, потом бац, неделю всем урезали в 2 раза. И Да, тогда я были. помню, Финн писал, что типа активность в чейне упала в 2 раза, поэтому мы как бы урезаем в 2 раза, ну как бы в общий пул XP. Ну типа А справедливо. сейчас такого нет У вообще. нас такого Активности нету, нет. да, и Да, это очень странно, вот на мой взгляд. непонятно. Окей, хорошо, давай. Есть у нас что еще обсудить? Buy Upster. Вот, правильно, Франц Кафка, правильно. Есть у нас что обсудить? Может быть, что мы ждем на следующей неделе, например, какие-то Да я все новости? жду и не дождусь. Я вот уже думаю, как их сливать потихонечку. Хочешь Ну, на выйти? самом деле, да я просто в Апстер хочу перелить, но в битку Мгм. давать тоже не совсем хочется. Ну Вот. да, Ну и очень. Пингвина тоже не хочется в битку давать. Лил Паджик это вообще сейчас А там куда его не капец трогай, просто. своего Лил Паджа, Не, да оставь его. понятно, я уже все, я уже забыл про него. Все, его нет и забыли. Деньги заморожены пока что. Смотри, что у нас с Лил Паджесами. 0,72, ну, кстати, чуть подвыросло, потому что мы А большие, опустились ниже. ты Минус заметил, 10%. как будто большие больше, да, упали, чем маленькие процентом соотношения? Или мне Ну, кажется? возможно, просто людям легче купить маленького, поэтому больше Мгм. спроса на них. Может Такое быть, тоже может может быть. быть. Кстати, ну, Может. такие неплохие на флоре можно сейчас искать. Вот это довольно-таки чистый пингвин для девочки. Мгм. Вообще класс. Ну, не скажу, что тут остальные какие-то прям вау, но ну, вот с такой повязкой, кстати, прикольный. Прикольный, да, по флору нормальный такой, с GTA Vice За City. 2800. Ну. Э, Но лучше, чем с палкой, определенно. ну, хотя с палкой боевой такой. Я вот, если отвечать на вопрос, что жду, я ничего, честно, в абстракте не жду. Я жду уже стабильности в рынке, чтобы как-то у нас не было этих всех с Трампом, Ну, этих такого не войн. бывает. Ну, у нас всегда должны быть высадки тех, кто Ну, не дождется, понимаешь? Ну, и с да, другой да, стороны, понятно. никто не знает будущего. Можем и упасть, можем и вырасти. Конечно, можем. Поэтому сидим, Не ждем рыпаемся. чего-то хорошего и верим в абстракт. Да. Может быть, в чате какие-то вопросы? Ребята, напишите, что можно обсудить, какие Да, темы у ребят, нас. какие вопросы у вас есть, что вам хотелось бы услышать, что обсудить? Вот пишет, Костя пишет, Souls Club, отвечает, нельзя делать как ник, это как налог на богатство, про экспу. Почему должна быть справедливость в системе гринда? Ты чё? Вот такой вот наезд от Souls Club на тебя. Не, ну Souls Club, конечно, я люблю Souls Club. Спасибо, Костя, за вопрос. Точнее, за мнение. Кап, И а не как. Вот что. А что такое кап? Нельзя делать кап, ник. а Кап. капы — это типа ограничение количества XP, Ограничение. которое за неделю выдается. Мгм. Ну, возможно. Тут я не знаю, как у них изнутри все устроено. Но, кстати, тоже красивый с этой шапкой. Да, но Souls Club — это альфа, ребят. Кто хотел альфу, Souls Club. Заходите в револьвер по вечерам. Да. За Ксид так и нет инфы, просто не видит Есть. Я, посты. кстати, нашел маленькую альфу-поксид, которую мне донесли. Вроде как это правда, что нельзя добавлять, если вы хотите, чтобы ваш пост набрал кситы, нельзя добавлять его в какие-то сообщества, такие как Abstract Interest, Abstract Streams. Оно не считается. Вот то, что я узнал. Мгм. Ты, может, что-то еще узнал?
тоже. Не, я ничего не узнал. Я вот хотел, кстати, Create Tournament сделать по PST, например. Ну, по приколу просто, знаешь. Ну, так. Интересно, если, сколько это стоит, одабривают ли это, не одабривают. Вот. Интересно, сколько кситов у меня посмотреть. Но я думаю, что мои посты не сильно сейчас набирают. То есть у меня там не так много, и я, в принципе, не был позже по абстракту. 172, ну, кстати, не прям, не так плохо. Я думал, меньше будет. У меня где-то под И 200 тоже. Вот у нас примерно одинаково с тобой. я еще хочу посмотреть по G-Invest. Вот всегда равняюсь на них. А Потому у что у них них как-то... дофига. У них побольше, вот 218 Мгм. кситов на Pudge Invest. Вообще неплохо. Вот, ну ксит в целом выглядит интересно, и учитывая то, что там фаундер Бириш, я думаю, что Бириш тоже альфа. Ну, блин, любые NFT на абстракте, сами понимаете, риск. Конечно. Но Так, тем более... криптобро, вот это норм инфа буду пробовать. Ну вот, значит, скорее всего, криптобро реально Можем быстренько сейчас криптобро посмотреть. Криптобро. Abstract Interns, Abstract Streams. Да, Да, все, мы нашли, где был нюанс. ошибка. Еще такой вопрос. Кстати, вот давай потом вопрос. Про Бириши, возможно, кстати, действительно, я сейчас так задумался. Смотри, может быть, действительно Бириш неплохая тема. Смотри, у нас у Ксита будет свой токен, да? Мало ли раздадут на Бириша. У Бириша будет свой токен, могут раздать на Бириша. То есть достаточно, может быть, и неплохой рост у них в теории. Да, и в принципе, как вложение нормально. Я думаю, что они сейчас не прям дорого стоят. Сейчас можно посмотреть, я давно Бириш. сам не смотрел. У меня валяется один, у меня есть один И Бириш. supply у них для абстракта, кстати, адекватный 5000. Ну вот 0,8. Так они вообще не $300. укатались особо. Ну, как Ну, не как сильно сказать, прям. они были выше 0,1, но Были, в да. целом... Но держатся Не, еще. нормально, да. Адекватно, Мгм. 100%. Ну, возможно, стоит присмотреться, еще тем более у нас... битка у нас вообще вкусная, 280. То есть Мгм. можно еще и на битке сэкономить. А в битку явно на таком рынке дают, и мы видим вот Дают. все красное. Да. Вполне себе. О, прикольно, кстати. Спрашивают, Ник, Послушать. зачем Poly Strategy выкатывает, если это ваша альфа? Инвест сейчас это комментирует, или это уже на следующей неделе? Есть что ответить на такое, или это потом? Ну, да, что тут комментировать? В целом, понятно, что поле сейчас не в самом... Ну, в целом рынок абстракта сейчас не в самые лучшие времена переживает. И как бы я лично думаю, что мы сейчас вот на ботоме. Ну, то есть прям на дипке, на дне. И вряд ли мы куда-то ниже пойдем. И выживут мемы сильнейшие. Там поле один из них, потому что у них хорошая команда, у них хорошие посты, твиттер, энгейдж и все остальное. Вот, в целом, понятно, что укаталось, но как будто бы сейчас подобрать поле, сделать на этот токен с левериджем, и условно, когда поле пойдет вверх, и это все распродастся, ну, есть шансы на хорошие иксы. Да, это, конечно, немножечко пошатнет график поля, когда мы будем распродаваться, если там будет много поля, но мы тоже как бы предусматриваем такие нюансы. Ну и плюс, справедливости ради, не наше это было решение. Мгм, мгм. Ну, к Это нам просто вам команда поля предложили? пришла. Да, Да, да. да. Ну, то есть это будет суппорт от поля, я так понимаю, если это Ну они... да, конечно, Да, это полный... Ну, то есть с нас технологии, с них запрос. да, Вот да. мы просто руки, которые могут это сделать. Согласен. Окей, на это ответили. Вопрос еще в чате. Какие похожие проекты, как Сид, чтобы тоже читала посты и там, и там? Кайта Кайта, Япсы, ну, не знаю, у там них не там уже будет много читать. сезонов было. Ну, я думаю, Такая- что будет. Не будет, да? Но, не, я думаю, будет. Но у нас помимо Кайта, по-моему, еще есть Куки. Куки Фан. Куки Фан у нас есть. Я про Куки я не слышал. Я не знаю, Кайта знаю, Куки не знаю. Байапстер опять высветись. Это я. А, Оставим на память. Сейчас быстренько зайдем. Я не знаю, как куки эти зарабатывать, но там тоже куча компаний, то есть принцип такой же, как Ксит, и они вышли раньше, они вышли после Кайта, я туда залетел по коду, и от Буни, если не ошибаюсь, и вот с тех пор мне дали 5 этих куки, и больше не давали. Но при этом мне дали какие-то коды на приглашение людей, наконец-то. Но до этого мне писало, что нужно 10 куки, чтобы коды получить. И у них еще вроде как свой токен есть, его можно стейкать, и ты тоже за это поинты получаешь. Поэтому, ну, в целом я, короче, не знаю, как это все работает.
как эта система у них считается, но, скорее всего, также нужно... О, Snaps. 7. У них не куки, у них Snaps. У меня уже 7. И у меня Мгм. есть и реферальный линк, вот, Мгм. появился наконец-то. И есть вот Snap Companion, плюс-минус так же выглядит, то есть Похоже. можно заходить, вот, например, 2% от Total Token Supply, $350 тысяч, 450к in Bob, Мгм. built on Bitcoin. Ты можешь тоже свой график увидеть. Понемножечко по-другому тут смарт-фолловеры считаются. Вот у меня, например, 135 показывает. Mindshare очень многие, кстати, когда, если ты видел посты в Твиттере, они выкладывают дашборды вот с Mindshare здесь. Здесь Ну можно да, увидеть, видел. на что я буллиш, с кем я взаимодействую. Вот моя вся, грубо говоря, прикольная, красивая картинка с тем, зачем слежу. Вот, и тут, если не ошибаюсь, не в компании, а тут есть Voices. Вот, Voices. И здесь можно найти, по-моему, абстракт и конкретно по абстракту посмотреть. Вот, например, можем в куки посмотреть топ сети, и вот видим, как они, майндшер, какой у них там условно за последнее время. Мгм. И где-то я видел, что отдельно вот такая штука по абстракту есть у них. Сектор, пул, projects, наверное. Если мы project сейчас выберем абстракт, то нам покажет по абстракту. Сейчас быстренько давай глянем, потому что действительно интересно. Тут я не вижу. Астр, биткоин. Ну, вообще, я не вижу абстракта здесь. Раньше был. Ну, давай Астра зайдем, например, и увидим... А вот. Voice И нельзя вот вбить, да? топ Voices, видишь, по Астру? Да. А в Voice Комьюнити... нельзя? Давай Если сейчас вбить. абстракт, если возьмем. Давай. Потому что вот отсюда очень многие посты делают. Мгм. О, Есть. есть. И Сайга. вот это вот часто выкладывают в Твиттер отсюда. Бэдли Насти. Фейк у нас. Нас не Грини. видно. Сайра. Вот этот парень попал, который разоблачение писал. Мгм. Нас не видно. Но, кстати, я пару раз попадал. Я помню, что люди закидывали сюда инфу. Мгм. И, ну, из этого списка, типа, себе в пост. И там я был. Аван, смотри, О, 6-й Аван. можно... 6-й? О, нифига себе. Наш слон. Наш слон, да, реально. Логан, invite to get 61. Snaps. Мгм. Надо пригласить Логана. О, можно Social Rising пригласить. Да, Пускай 17 фармит. получишь. Пускай фармит. Ничего Реально, себе. кстати, прикольная тема. А вон, смотри, Ксит Ну, сразу. самое вкусное это Луканетс. Да. А вон там Луканетс Ксит реклама. Related Project. Ты видел внизу? Related. Вот, чуть ниже. И О, он да, Ксит, да. ТГЕ. Да. Мурят, Кона, про Мурят. ТГЕ. Кстати, про Мурят мы не поговорили. У нас Давай. Мурят же на BNB пошел, Мгм. и его убрали из абстракт основной страницы, но при этом у нас волюм на Муряде все равно увеличивается. На BNB там просто будут появляться дополнительные эти голосования, которых нет Мгм. на абстракте. Но как бы я, пообщавшись с людьми, которые что-то в рынке досмыслят и в проектах, они, в принципе, говорят, что, понятно, все буллишь сейчас по prediction маркетам, все буллишь сейчас по калши, все буллишь сейчас по полимаркету. Ну, в принципе, Мурят из всего этого очень даже неплохо смотрится. И мы можем вспомнить, как он изначально на абстракте был, ну, полумертвый, скажем так, там было совсем немножечко этих USDC голосований простеньких. Вот, и сейчас Да. он все развивается, и сиди ему уже комментарии оставляют, они на BNB уходят. То есть проект оглаской получает куда больше, и деньги у них есть. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы ожидаем, скорее всего, ТГЕ, и я думаю, что Мурят вкусно покормит. Ну, реально, Да. я более чем уверен. Может быть. Но, кстати, вот на BNB не уверен, что он будет там интересен, потому что действительно есть нормальное количество. Вроде 3 есть каких-то там известных, я не помню их названия, которые на BNB маркеты, ну, также с ставками. А на абстракте это действительно эксклюзив, и мы видим, что на абстракте все равно больше ставят ставки, чем на BNB, ну, на Муриаде имеется в виду. Но это То есть, пока, во-первых. Во-вторых, ну, они пока не придавали огласки, когда будет airdrop. Если они скажут, там, например, Q4, Q1, ну, понятно, что больше людей пойдет ну, крутить скриншот-то объемы. уже был, кстати, с их NFT, так что я думаю, что не сильно, скорее всего, сильно затягивать не будут, но посмотрим. Я вот тоже думаю, да. Кстати, в прошлом году это Рак Радио и Муриат, они выступали на NFT Париж,
Не хочешь поехать на НФТ Париж в этом году? Я Может бы с быть, или удовольствием, но у меня визы нету, блин, я не знаю, как получить, но она уже совсем скоро, да? в феврале. В феврале еще времени дофига. И Дофига, пингвины, говоришь. может быть, будут наши любимые. В прошлом году Луканец выступал там. Не, я бы с удовольствием как бы пообщаться с ребятами. Я уверен, что много из комьюнити абстракта туда поедет. Я Я думаю, думаю, да. абстракт может какой-то ивент замутит. Вот, в принципе, ну, было бы круто съездить, но вопрос с визами, потому что с Беларуси сейчас, к сожалению, тяжело выехать и тяжело получить визу. Если получу, ну, я бы сгонял, честно. Окей, окей. Так, есть ли у тебя что-то в чате, какие-то вопросы? Так, у меня в чатике Криптобро последнее писал, и после него вроде как ничего. Ребят, есть вопросики? Если нет, то будем закругляться. Ну да, если ничего нет, тогда, в принципе, мы все обсудили. На этой неделе не так много было апдейтов по факту. Я думаю, ну такой рынок, ребят, ну честно скажем, ну, это же не то, что в абстракте так мало чего произошло. Это действительно в крипте, ну, скажем так, ничего такого прям сильно позитивного за неделю не было. Посмотрим, сколько мы в таком состоянии рынка пробудем. Я уверен, что даже если это займет больше времени, чем ожидается, то ну, рано или поздно настанут все равно хорошие времена, всегда будет возможность заработать и так далее. Вот, buy Согласен Upster, с тобой. Friends Capital. Байапстер. Это самая главная альфа сегодняшнего дня. И Да, мы нашли мем, который сделает 100 иксов в этом цикле. это сегодня Так что, нормально ребят, рассказали. Про кситы как фармить, наконец-то мы поняли. Про что ну, инвест я, что-то кстати, готовит. никогда не делал посты в вот эти вот интерные, там, ну, почти никогда. И как бы нормально с этим живу. Я не понимаю просто людей, которые делают. Ну, понятно, что кому-то, типа, Охваты, это какие-то охваты повышает, да. да. Но я, короче, вот таким не занимаюсь, если честно. Так, я сейчас закину инвайт-линк ребятам. Мгм. Я думаю, что мы еще пойдем, возможно, поиграем. Там какая-то игра вышла прикольная. Надо будет сделать, посмотреть. Вот. Окей, Поэтому тогда спасибо можно тебе. да, закругляться. Тебе большое спасибо, чату большое спасибо. Спасибо всем, кто смотрит на YouTube. Тогда всем хороших выходных. Кто кушает, там приятного аппетита, если у нас на фон Да, включили. с прошедшим Хэллоуином. Прошедшим Хэллоуином, да. Все будет четко, я думаю, ребята. Главное, меньше паники, меньше суеты. Все, всем Да, пока, Ник, согласен. пока. Всем пока. Да.